Всем привет! Меня зовут Марина, и мы с вами находимся на канале о вязании. Сегодня в этом видео предлагаю вместе со мной связать вот такие вот красивые, но при этом очень простые слитки. Скажем так, интересность этих слитков заключается в том, что у этих слитков идет квадратная связанная пятка, то есть такая пятка, как мы вывязываем и у носочков. Дальше мы с вами вяжем просто ровное полотно, делая при этом здесь небольшие у мыска убавления петель. Далее сошьем вот этот мысок, и вот такая красота в итоге у нас с вами должна получиться. Вот смотрите, вот такую заготовку сейчас вместе с вами мы будем вязать. То есть если посмотреть на наш следок, мы сначала с вами свяжем вот эту заднюю часть, далее вывяжем пятку, вот она у нас идет, далее здесь и вот здесь доберем петли и продолжим вязать просто ровным полотном. Далее вот здесь в районе мыска мы сделаем убавление петель, закроем петли. Далее нам останется только вот сшить мысок и сделать обвязку. В мастер-классе данные слитки я буду вязать из пряжи Alize Lana Gold. Данную пряжу для мастер-класса предоставил нам интернет-магазин Пряжа Су. В данном интернет-магазине действует скидка для моих подписчиков 5%. Ниже в инфобоксе я вам оставлю ссылку на данный интернет-магазин и свой промокод на скидку 5%. Значит, это у нас идет пряжа Alize Lana Gold, как я сказала. По составу это будет идти 49% шерсти и 51% акрила. Метраж у данной пряжи будет идти на 100 грамм 240 метров. Данные слитки можно вязать как однотонные, так и цветные. При желании как раз таки для вязания этих слитков вы можете использовать свои остатки пряжи. Также кроме пряжи нам понадобятся спицы. Я буду вязать пятку на двух чулочных спицах, диаметр 3,5 мм. И вот это полотно я буду вязать на круговых спицах того же диаметра. Длина спицы от кончика до кончика 60 сантиметров. В мастер-классе данные слитки я буду вязать на размер ноги 37-39. Но сейчас, перед тем, как приступать к вязанию, мы с вами разберемся, каким образом данные слитки вы можете связать абсолютно на любой размер ноги. Как я сказала, я буду вязать на размер 37-39. Сейчас я возьму среднее значение 38 размера. И смотрите, сейчас мы должны знать размер нашей ноги в сантиметрах. Сейчас где-нибудь здесь я вам ставлю таблицу, где вы сможете посмотреть, какому размеру какое количество сантиметров соответствует. Значит, 38 размер ноги у нас соответствует от 24,5 сантиметров. Теперь от размера ноги в сантиметрах мы должны отнять 10%. Это на растяжение. Минус 10%. И это у меня получается 22,05. То есть получается общая длина этой моей детали должна быть примерно 22-22,5 сантиметра. Теперь смотрите, как же нам понять, сколько мы должны провязать вот просто ровным полотном и когда нам нужно начинать делать вот это убавление петель на мысок. Смотрите, вот это убавление, то есть вот отсюда я начинала его делать, занимает где-то примерно, давайте измерим, смотрите, 5-5,5 сантиметров занимает вот это убавление петель. То есть получается от получившегося числа, то есть вот так где-то примерно получается 22 минус примерно 5 сантиметров, и это у меня получается 17. То есть получается вот эту заготовку до убавления я должна провязать 17 сантиметров, то есть общая длина вместе с этой пяткой 17 сантиметров, и далее убавления у нас займут примерно около 5 сантиметров. Как вы понимаете, плюс-минус
полсантиметра сильно большого значения иметь не будет. Поэтому, друзья, надеюсь, вам нравятся данные следки, и вы сейчас с удовольствием свяжете их вместе со мной. Поэтому берем пряжу, спицы и приступаем к вязанию. На 2 чулочные спицы, диаметр спиц 3,5 мм, обычным способом набора, то есть с помощью длинного хвоста, я набираю 22 петли. Если, к примеру, данные следки вы вяжете на больший размер ноги или у вас широкая нога, то в принципе здесь можно сейчас набрать на несколько петель больше. Я сейчас набираю 22 петли на ногу средней плотности. На спице я набрала 22 петли, и сейчас приступаем к вязанию первого ряда. Первую кромочную петлю я снимаю, и дальше все петли я провязываю лицевыми. Последнюю петлю в конце ряда я провязываю изнаночной петлей, и вязание я переворачиваю на изнаночную сторону. И сейчас мы с вами приступаем к вязанию второго ряда. Первую кромочную петлю я снимаю также. Все остальные петли я продолжаю вязать вот в изнаночном ряду также лицевыми, так как нам нужно, чтобы у нас получилось полотно провязано платочной вязкой. Поэтому все петли и в лицевом, и в изнаночном ряду я буду провязывать лицевыми петлями. Здесь также последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной петлей, и вязание переворачиваю на лицевую сторону. То есть вот уже у нас получилось от наборного края провязана одна платочная дорожка. Одна платочная дорожка равняется 2 провязанным рядам. Сейчас приступаем к вязанию третьего ряда. Здесь также первую кромочную петлю я просто снимаю, и все остальные петли я провязываю лицевыми. Последнюю петлю в конце ряда я провяжу изнаночной петлей. То есть таким образом я сейчас должна провязать вот это мое полотно платочной вязкой, чтобы всего у меня было провязано от наборного края 15 платочных дорожек. Сейчас давайте разберемся, каким образом я высчитала эти 15 платочных дорожек. Смотрите, у нас сейчас будет немножечко расчетов для того, что, к примеру, если вы будете вязать из другой пряжи или вы будете набирать другое количество петель, чтобы вы понимали, каким образом вам распределять ваши петли. Значит, смотрите, на спице я сейчас набрала 22 петли. То есть я сейчас должна, если посмотреть на готовый следок, провязать вот этот участок пятки. Далее мы приступим к вывязыванию нашей вот этой квадратной пятки. Поэтому это у нас идет обычная классическая квадратная пятка, как и у носков. Поэтому когда мы сейчас провяжем участок вот платочной вязкой, мы наше вязание будем делить на 3 части. При этом вот эти 2 боковые части всегда у нас должны быть одинаковое количество петель. Поэтому 22 я делю на 3 части, и это у меня получается. Боковые части у меня будут состоять вот из 7 петель, и центральная часть это у нас будет идти 8 петель. Теперь смотрите, каким образом я высчитала, что вот здесь вот этот участок платочной вязкой я должна провязать 15 платочных дорожек. Здесь смотрите, в начале, как я и говорила, я вязала образец, и по образцу я высчитала, что сейчас, когда мы свяжем пятку и приступим вот к вязанию вот этого участка, то есть вот этот участок должен быть в ширину где-то примерно от 18 до 20 сантиметров. Я брала в расчет где-то примерно 19 сантиметров, то есть вот пятку вывяжем, и дальше вот именно вот это полотно, когда мы доберем уже петли после того, как мы вывяжем пятку. И чтобы вот этот участок у меня был вот необходимой ширины, здесь мне нужно, чтобы в итоге у меня получилось 38 петель. Это по моим расчетам. То есть 38 петель у меня будут равны где-то примерно вот 19 сантиметров, то, как мне и необходимо. Поэтому, когда мы свяжем вот этот участок, вывяжем вот эту пятку, и здесь
у нас в конце останется на спицах вот 8 центральных петель. Далее вот здесь с этих краев мы начнем поднимать петли. То есть если я сейчас здесь вот провяжу 15 платочных дорожек, соответственно, вот с этого края я должна буду поднять 15 петель. И со второго края я также должна буду поднять 15 петель. Поэтому смотрите, получается все просто. 15 плюс 15 и плюс 8. То есть получается в итоге 38 петель. То есть то количество, которое мне и необходимо для того, чтобы получить необходимую вот эту ширину, где-то примерно, как я сказала, около 19 сантиметров. Поэтому если, к примеру, вы будете вязать данные слитки из своей какой-то пряжи другого метража, или ваша плотность будет отличаться от моей, то есть вы, исходя из вашего образца, сможете высчитать. То есть сначала мы с вами должны связать образец, высчитать, сколько у нас получается петель в 1 сантиметре, далее получившееся число умножить на 19 сантиметров. Это вы получите то количество петель, которое вам вот нужно будет добрать. Далее, соответственно, мы берем количество набранных петель, делим на 3 части. Петли центральной части в любом случае у нас останутся на спицах после того, как мы вывяжем пятку. И дальше вы должны посчитать, сколько вам необходимо вот добрать петель вот относительно вот этой центральной части. Мне надо добрать было 30 петель всего, поэтому 15 петель здесь и 15 петель здесь я буду добирать. Соответственно, то количество петель, которое мы должны добрать с одной стороны, то есть 30 в моем случае деленное напополам, так как у нас идут 2 боковые части, это мы получим количество платочных дорожек, которые мы должны с вами провязать. То есть 30 делим напополам, получается 15. Вот здесь, соответственно, я сейчас провяжу 15 платочных дорожек. Поэтому я сейчас вот беру мое вязание в руки и дальше продолжаю вязать полотно, провязывая все петли лицевыми, так, чтобы всего у меня было провязано 15 платочных дорожек. Итак, смотрите, вот я провязала этот участок 15 платочных дорожек, или, соответственно, если в рядах, я сейчас провязала 30 рядов. И давайте измерим ширину вот этой моей детали, и ширина у меня получается 11 сантиметров. Смотрите, даже вот по вот этой детали сейчас можно высчитать плотность вязания, ну, если, к примеру, вы не хотите вязать образцы. Ну, а мы сейчас с вами приступаем к вязанию пятки. Полотно мы с вами уже вот разделили на 3 части. То есть полотно у меня будет сейчас состоять 7 петель, 8 центральных и 7 боковых петель. Вязание я держу вот лицевой стороной к себе. И сейчас вот первую кромочную петлю я снимаю. И сейчас я провяжу вот петли первой боковой части. С учетом вот этой кромочной петли у меня должно быть сейчас провязано 7 петель. Вот раз, вторая лицевая, третья, 5, 6, 7. 7 петель первой боковой части я провязала. Дальше у нас идут 8 центральных петель. Поэтому мы сейчас вяжем, опять же, лицевыми петлями. Не 8 петель, а 7. То есть не довязываем одну петлю пятки. То есть вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Далее 8 петлю центральной части мы сейчас должны провязать вместе с петлей боковой части в лицевом ряду. То есть лицевой ряд у нас сейчас определяется вот этим кончиком, где мы набирали петли. Он у нас должен располагаться с правой стороны, то есть с лицевой стороны. Эти 2 петли, то есть петлю вот нашей пятки центральной части и петлю боковой части, мы провязываем 2 вместе изнаночной петлей. И вязание переворачиваем на изнаночную сторону. С изнаночной стороны, то есть мы сейчас будем вязать только 8 центральных петель. То есть вот первую петлю я снимаю, дальше вторая лицевая, третья, четвертая, 5, 6,
седьмая, и далее осталась 8 петля центральной части и 1 петля боковой части. С изнаночной стороны эти 2 петли я провяжу 2 вместе лицевой петлей. И вязание я сразу переворачиваю вот снова на лицевую сторону. Здесь также вот 1 петлю я снимаю, вот 1, дальше 2 лицевая, 3, 4, 5, 6, 7. И вот это расстояние сейчас здесь вот четко видно. Один раз, когда мы убавим петлю, то есть это сразу видна петля центральной части, и это идет 1 петля боковой части. С лицевой стороны этих 2 петли мы провяжем 2 вместе изнаночной петлей. И вязание сразу переворачиваем вот на изнаночную сторону. Здесь опять вот это расстояние четко видно, то есть это идет петля центральной части и 1 боковая петля. С изнаночной стороны этих 2 петли мы провяжем 2 вместе лицевой петлей. То есть таким образом дальше продолжаем вязать пятку, убавляя в конце каждого ряда петли боковых частей. То есть так мы вяжем полотно до тех пор, пока вот здесь и вот здесь у нас совсем не останется петель. То есть в итоге у нас на спицах должно остаться только 8 центральных петель. Итак, смотрите, вот я вывязала квадратную нашу вот пятку. Вот таким образом она у меня сейчас выглядит. Теперь, соответственно, вот здесь вдоль этого и вдоль этого края мы будем поднимать петли. Теперь один момент для тех, кто не любит прятать дополнительные кончики. То есть вот вязание держу лицевой стороной вверх, вот с этой стороны находится моя рабочая нить. Вязание я разворачиваю изнаночной стороной к себе, и теперь по кромочным петлям мы начинаем вот таким вот образом поднимать петельки. Петли я поднимаю за ту стенку петли, которая расположена ближе вот к лицевой стороне. То есть вот таким вот образом. Но при таком вот способе, скажем так, подъема петель у нас получится один момент, который я хочу вам вот обозначить. Смотрите, то есть если посмотреть на наш готовый уже следок, то есть вот эта граница у нас получается между пяткой и вот этими рядами, где мы сейчас начнем вязать полотно. Если вы сейчас вот начнете поднимать петли, то есть мы сейчас поднимем петли здесь, вязание разворачиваем и дальше продолжаем вязать лицевыми петлями вот до сюда. И дальше продолжим набирать петли со второго края. Что получится в этом случае? Что вот здесь, вот у нас вот эти участки, то есть между пяткой и основным нашим полотном, получатся немножечко разные. То есть с одной стороны у нас будет провязано на пол ряда больше. Смотрите, для меня лично, то есть я лучше спрячу дополнительных несколько кончиков, но получу при этом 2 одинаковых края. Поэтому смотрите, если вы хотите получить 2 одинаковых края вот здесь с этих сторон, то сейчас вот здесь нитку от моточка я обрежу. Поэтому этот момент уже просто на ваше усмотрение. Он не принципиален, но вот я сейчас нить все-таки от моточка здесь обрежу. Смотрите, продолжать вязать можно вот или на чулочных спицах, или я сейчас взяла круговые спицы, длина от кончика до кончика 60 сантиметров и диаметр спицы также 3,5 миллиметра. Далее я беру вязание вот лицевой стороной вверх, и вот как раз таки с той стороны я начну поднимать петли, где у меня вот расположен кончик наборный, где мы начинали набирать петли. Вот таким вот образом беру вязание, беру нитку от моточка, которую вот я сейчас только что обрезала. Никаких закрепляющих узелков я не делаю, просто кончик прикладываю к краю. И теперь за кромочные петли, опять же, которые расположены ближе к лицевой стороне, так как видите, наша петля имеет 2 стенки. Вот ближе к лицевой и ближе к изнаночной стороне. То есть я буду поднимать за ту стенку, которая ближе к лицевой стороне. И вот здесь с этого края я сейчас должна буду поднять вот в кромочные петли 15 петель. Вот 2, 3, 4, 5. Итак, вот здесь я сейчас подняла 15 петель. Вот кончик, который я обрезала, где я закончила вязать пятку, я кладу вовнутрь. И вот ниткой от моточка
я сейчас провяжу лицевыми петлями вот 8 центральных петель. Вот последнюю петлю, 8-ю, я также провязываю лицевой. И дальше вдоль вот этого второго края я сейчас также должна буду поднять 15 петель. Можно здесь посчитать, откуда мы начинаем набирать петли. Вот раз, если вот край, видите, раз, два, три, четыре, пять, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. То есть вот с этой петли я начинаю со второго края также поднимать вот 15 петель. Вот 2, 3, 4. Так, со второго края я также вот подняла 15 петель. Вот, и итого на спицах у меня сейчас расположено 38 петель. Далее вязание я разворачиваю вот на изнаночную сторону. И сейчас все петли я провяжу лицевыми. То есть первую кромочную петлю здесь я снимаю. Все остальные петли вот до конца этого ряда я провяжу лицевыми. Здесь последнюю кромочную петлю я провяжу изнаночной петлей. Итак, смотрите, изнаночный ряд я провязала, вязание перевернула на лицевую сторону, и вот с лицевой стороны у нас получилась вот одна провязанная платочная дорожка. И смотрите, вот этот край между вот вертикальными и горизонтальными платочными дорожками, он получается одинаковый, вот как с одной, так и с другой стороны. То есть теперь мы дальше просто продолжаем вязать полотно платочной вязкой, провязывая вот в моем случае 38 петель, все петли и в лицевом, и в изнаночном ряду я провязываю лицевыми. Первую петлю я просто снимаю, последнюю петлю в конце ряда я провязываю изнаночной петлей, все остальные петли я провязываю лицевыми. Смотрите, следок вы можете вязать как однотонный, так и использовать абсолютно любое количество цветов. То есть сейчас, смотрите, в моем случае я сейчас провяжу нитью голубого цвета вот участок, который будет состоять из 5 платочных дорожек. 5 платочных дорожек равняется 2 провязанным рядам. То есть в моем случае я сейчас уже вяжу 3-й ряд. Всего этих рядов должна я провязать 10. Итак, смотрите, вот я провязала 10 рядов, и у меня получилось всего 5 платочных дорожек. Далее я провяжу участок нитью контрастного цвета. То есть в моем случае это белый цвет. Никаких закрепляющих узелков я не делаю, просто вот кончик прикладываю к краю, при этом нить голубого цвета от мотка я не обрываю. Дальше первую кромочную петлю при смене цвета я всегда буду провязывать лицевой петлей, и все остальные петли я продолжаю вязать лицевыми. Последнюю петлю в конце ряда я также провяжу изнаночной петлей. То есть я сейчас нитью белого цвета провяжу участок. Вот в моем случае 3 платочных дорожки или 6 рядов. Далее я нить белого цвета откладываю, и вот здесь сбоку поднимаю нить голубого цвета, то есть вот таким вот образом, и дальше продолжу вязать нитью вот голубого цвета также 10 рядов или участок вот состоящий из 5 платочных дорожек. То есть на самом деле распределять вот эти полосы вы можете абсолютно по-разному. То есть я сейчас провяжу, значит, лицевыми петлями от пятки, то есть вот от этого момента всего вот здесь 24 платочных дорожки. Далее мы приступим к убавлению петель, но это я вам покажу чуть позже. Сейчас за кадром я провяжу вот этот участок до убавлений. Далее мы измерим нашу заготовку в сантиметрах. Итак, смотрите, вот я вывязала высоту полотна до убавок. Теперь давайте измерим каждую из деталей в сантиметрах. Ну, во-первых, ширина, смотрите, у меня сейчас получается, ну вот как я и рассчитывала, где-то около 19 сантиметров. Далее вот я полотно складываю вот таким вот образом. И вот сейчас мы измерим длину. И длина у меня получается, ну вот где-то около 17 сантиметров. Теперь вот здесь на убавление этих петель у меня уйдет где-то примерно 5-5,5 сантиметров. То есть итого длина
вот этой моей заготовки общая должна быть где-то примерно 22-22,5 сантиметра. То есть вот как раз таки длиной вот этого полотна мы сейчас и регулируем размер слитков. Так как вот эта ширина у нас идет величина постоянная, то и на убавление петель как бы уходит в любом случае примерно одинаковое количество сантиметров. Поэтому вот здесь на этом этапе мы и регулируем размер наших слитков. Закончила вязание я вот белым цветом, провязав 3 платочные дорожки. Далее вот здесь сбоку я поднимаю нить голубого цвета и сейчас приступаю к убавлению петель. Убавлять петли я буду в каждом лицевом ряду в начале и в конце ряда. Первую кромочную петлю я провязываю лицевой. Далее после кромочной следующих 2 петли я провяжу 2 вместе, также лицевой петлей. Далее я провязываю все петли лицевыми, не довязывая до конца этого ряда 3 петель. В конце ряда, когда у меня осталось на спице 3 петли, первую и вторую петлю я провязываю 2 вместе лицевой петлей и последнюю петлю в конце ряда я провязываю изнаночной. То есть таким образом мы сейчас убавили 2 петли, в начале 1 петлю и в конце ряда также 1 петлю, и вязание я переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны никаких убавок я делать не буду, поэтому в изнаночном ряду первую кромочную петлю я снимаю, и дальше все остальные петли до конца этого ряда я провязываю лицевыми. Последнюю петлю в конце ряда я провяжу изнаночной петлей. Изнаночный ряд я провязала, вязание перевернула на лицевую сторону, и с лицевой стороны приступаем опять к вязанию полосы голубого цвета. То есть полосу голубого цвета я сейчас буду провязывать также 5 платочных дорожек. С учетом того, что мы сейчас делаем убавление петель в каждом лицевом ряду, и у нас получается вот этот край сейчас будет идти вот на скос. И когда нам придется поднимать нить белого цвета, вот она у нас идет, чтобы не было так, что эта нить будет видна по лицевой стороне, я сейчас рекомендую на этом этапе делать обвитие этой нити, тем самым поднимая ее немножечко вверх. Каким образом мы это делаем? То есть я сейчас вот нитку белого цвета поднимаю вверх, и вот находится здесь моя голубая нить, которой я сейчас буду продолжать вязание. То есть вот я ниточку голубую помещаю сюда, белая назад, вот она у меня обвилась. Вот я ее откладываю вот сюда таким вот образом. И дальше продолжаю просто вязать. Первую кромочную петлю я снимаю, и далее опять в лицевом ряду мы делаем убавление. Первую и вторую петлю провязываем 2 вместе лицевой петлей, и далее все петли мы провязываем лицевыми, не довязывая до конца этого ряда 3 петель. Смотрите, если посмотреть на нашу белую ниточку, вот она у нас поднялась чуть вверх. То есть так я буду эту нить белого цвета поднимать вот в каждом лицевом ряду на вот один ряд выше. И я продолжаю вязать этот ряд до конца, не довязывая, как я сказала, 3 петель. В конце ряда, когда остается 3 петли, первую и вторую петлю я провязываю 2 вместе лицевой петлей, и последнюю кромочную я провязываю изнаночной. Вязание переворачиваю на изнаночную сторону, и с изнаночной стороны я все петли провязываю лицевыми. И в лицевом ряду я снова буду делать убавление петель в начале и в конце ряда. Таким образом мы дальше продолжаем вязать вот наше полотно. То есть после того, как у меня здесь вот будет провязано 5 платочных дорожек голубым цветом, я снова буду провязывать 3 платочные дорожки ниткой белого цвета. В каждом лицевом ряду мы сейчас будем делать убавление петель. Таким образом мы сейчас делаем убавление петель вот этих до тех пор, пока у нас на спицах в итоге не останется 16 петель. Итак, вот таким образом сейчас выглядит мое вязание, и на спицах у меня осталось 16 петель. Напоминаю, убавление петель я делала в каждом лицевом ряду в начале и в конце ряда. И смотрите, вот эти 16 петель, если в сантиметрах, у меня получается, ну вот около 8 сантиметров. Теперь нам осталось только закрыть петли и сшить мысок.
Вот здесь, когда я закончила вязать последнюю белую полосу, нить от моточка я обрезала. Вязание я держу лицевой стороной к себе. И теперь мы приступаем к закрытию петель. Петли можете закрывать абсолютно удобным для вас способом. То есть я это буду делать. Вот смотрите, первую петлю я снимаю, вторую петлю я провязываю лицевой и первую снятую протягиваю и спускаю через провязанную. Вот одна петля на спице, следующую я провязываю лицевой, и та петля, которая была на спице, я ее протягиваю и спускаю через провязанную. Провязала, протянула и спустила. Провязала, протянула и спустила. Таким образом закрываем эти петли до конца. И вот когда на спице у нас осталась одна последняя петелька, я ее вытаскиваю подлиннее и ниточку от моточка обрезаю. Обрезаем нитку с тем учетом, чтобы этого кончика хватило сшить переднюю часть нашего слитка. Далее в эту петельку я продеваю кончик, который я только что отрезала от моточка, и петельку эту затягиваю. Теперь этот кончик мы должны одеть в иголку с большим ушком. Сшивать следок я буду по лицевой стороне, поэтому вот я складываю два края между собой. Нитку я одела в иголку с большим ушком, и вот здесь находится мой рабочий кончик. Так, теперь вот в кромочные петли я эту нитку продену, ну вот допустим вот здесь, давайте, вот именно в середину вот этого края, и отсюда я уже начну сшивать мысок. То есть вот таким образом я просто нитку переодеваю ровненько вот сюда в серединку. Ничего здесь при этом мы не перетягиваем. И прошивать, как я говорила, я буду по лицевой стороне. То есть вот здесь, в этом участке, где мы закрывали петли, иголку всегда я буду вставлять справа налево. Смотрите, между вот этой косичкой, где я закрывала петли, и платочной дорожкой. Вот сюда, в эти промежутки, вот справа налево я вставляю иголку. Сначала с одной стороны, и затем с другой стороны, также в этот промежуток между косичкой и платочной дорожкой, справа налево. Сначала с одной стороны, и затем с другой стороны, также справа налево. Здесь, затем здесь. Далее, после того, как я прошила вот этот носик, мы приступаем к сшиванию вот этого участка. Здесь я также сшиваю полотно по лицевой стороне, но иголку я вставляю справа налево в первую петлю от платочной дорожки. То есть смотрите, допустим, вот идет первая платочная дорожка, и вот первая петля справа налево. Я вставляю иголку сначала с одной стороны, и затем иду на эту сторону. То есть вот первая платочная дорожка и первая петля с другой стороны. Справа налево я вставляю иголку здесь. То есть вот вторая платочная дорожка и первая петля. Справа налево здесь. И здесь вторая платочная дорожка и первая петля справа налево с этой стороны. Здесь справа налево. И затем здесь также справа налево. Белый участок я также буду прошивать вот голубой ниткой, так как он у нас идет небольшой. При желании, пожалуйста, можно взять нитку белого цвета. Я думаю, здесь сильно это заметно не будет. Здесь справа налево в первую петлю и здесь. То есть таким образом мы сшиваем вот эту часть мыска. Теперь как понять, до какого момента мы должны прошить вот этот мысок? То есть если посмотреть на готовый следок, то есть я сейчас сошью вот 3 белых вот этих полоски и буквально 1-2 платочные дорожки вот от этой голубой полосы. То есть вот 1, 2, 3, то есть вот до этого момента. Или смотрите, каким образом это можно еще измерить. Вот это отверстие, куда мы будем вставлять ногу, должно быть примерно в длину вот здесь около 11 сантиметров. То есть вот я измеряю, и вот мои 11 сантиметров. Вот как раз таки получается, я здесь прошью, ну вот буквально 1 или 2 платочных дорожки, и вот это расстояние у нас будет равно 11 сантиметрам. Поэтому дальше продолжайте сшивать вот эту часть
вставляя иголку поочередно сначала с одной стороны, затем с другой стороны, справа налево в первую петлю от платочной дорожки. Итак, вот я прошила этот шов, далее просто беру иголку с ниткой, вот здесь вывожу на изнаночную сторону. В конце эти кончики нам надо будет просто закрепить. Нитку от моточка вот здесь я обрезаю. Далее, после того, как мы прошили мысок, нам осталось сделать только обвязку. Для того, чтобы слитки не спадали с пятки, обвязку делать обязательно, так как благодаря этой обвязке вот этот край у нас будет такой стабильный и фиксированный. Поэтому вот здесь, в этом участке, где я закончила вот сшивать мысок, я вставляю крючок. Крючок я взяла 3 миллиметра вот сюда в центр и беру нить того цвета, которым планирую сделать обвязку. То есть в моем случае это нитка белого цвета. Вот делаю одну петлю, вот такую вот вынимаю. И дальше обвязку я буду делать в каждую кромочную петлю, провязывать столбик без накида. То есть даже если, к примеру, вы не умеете вязать крючком, здесь на самом деле все очень просто. То есть смотрите, одна петля у нас находится на крючке. Я делаю одну петлю подъема, то есть так мы делаем только вот в начале нашего вязания. И далее вставляем крючок в каждую кромочную петлю. То есть вот кромочная петля. У нас я вставляю крючок, вынимаю оттуда петельку и этих 2 петли вот провязываю. Одна петля у нас на крючке, я вставляю крючок в следующую кромочную петельку и вынимаю вот петлю, и этих 2 петли я сразу же провязываю. Вставили крючок, вынули петельку, провязали. Следующая вот кромочная петля, вставили крючок, вынули петельку, провязали. Таким образом мы делаем вот эту обвязку по кругу, провязывая в каждую кромочную петлю столбик без накида. Итак, вот я провязала ряд обвязки по кругу. Теперь вот я вставляю крючок в первую петлю, откуда я начала делать обвязку, вынимаю петельку, и эту петлю я сразу же провязываю через ту, которая была на крючке. Делаю одну вот закрепляющую петельку и ниточку от моточка обрезаю. Далее эту петельку я просто беру и вытаскиваю. Аккуратно здесь все затягиваю. Теперь мы наши слитки выворачиваем на изнаночную сторону, и все кончики мы прячем по изнаночной стороне самостоятельно любым удобным для вас способом. И вот, друзья, после того, как по изнаночной стороне мы спрятали все кончики, слитки наши полностью готовы. Поэтому, друзья, надеюсь, данный мастер-класс был для вас полезным и понятным. Поэтому не забудьте поддержать это видео пальчиком вверх. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Ну а мы с вами будем прощаться. Обязательно еще с вами встретимся в новых наших видео. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока-пока.